Привет-привет! Мы с вами прямо как на Zoom-митинге, как будто мы лично с вами встретились, да? Вот, странно так записывать видео, очень странно. Дело в том, что на этой неделе у меня произошла техническая неполадка. И по техническим причинам я не смогла записать длинное, очень полезное, очень важное видео. Целый час я говорила на камеру, а потом оказалось, что вместо звука записался шум. И я уже думала, что никакого видео не будет на этой неделе, если честно. Но сейчас у меня была встреча вот здесь, в «Зуме», была встреча с моими участниками Russian Shadowing Chat. Просто мне захотелось познакомиться, чтобы все познакомились друг с другом. И вы знаете, в очередной раз я подумала, какие же люди ко мне приходят. Просто бриллианты. Вот я не шучу и не преувеличиваю. Каждый человек это что-то. Ладно, опять, я говорю то, что интересно мне, а вам, наверное, не очень интересно, но тем не менее, я правда думаю, что у меня обалденная аудитория. Вот как-то так получается, что мне везет с людьми, которые ко мне приходят. Ну ладно, в общем, к делу. Тема нашей встречи с шедоуерами моими была, ну, неофициальная тема. Была такая: как изучать иностранный язык, когда тебе больше 20 лет? Дело не в том, что, когда человеку больше 20, он какой-то старый и там память становится хуже. Я тут имею в виду скорее то, что когда тебе больше 20, когда ты больше не учишься в школе, когда больше не учишься в университете, и никакой преподаватель тебя не ведет за ручку к твоему результату, к твоей оценке, к твоему экзамену, а, учить языки сложнее. Плюс появляется больше ответственности в жизни вообще, да, больше проблем, работа, семью надо строить, переезд какой-то, болезни, другие сложности. Ну, вообще жизнь происходит, и личные события из жизни эмоционально вовлекают нас гораздо больше, чем домашнее задание по русскому языку. С участниками Russian Shadowing Chat мы собрались, чтобы обсудить этот момент. Вот. Но, конечно, говорили мы обо всем и сразу. Нельзя сказать, что наша тема, что наша встреча была посвящена прямо одной этой теме строго. Вообще нет. Но несколько интересных идей все-таки прозвучало. И я после этой встречи такая, ну, видите, на подъеме, такая довольная. Идеи мне понравились, и мне захотелось ими поделиться с вами. Я подумала, что технические проблемы не должны встать между мной и вами. Короче, идеи, которые я услышала от своих прекраснейших студентов. Что им помогает изучать русский язык, ну и вообще изучать иностранные языки? Первая мысль, которая была упомянута, это интерес к теме. Про это вы, наверное, уже слышали. Вообще это такой популярный совет от современных преподавателей иностранных языков. Нужно говорить о том, что интересно вам. Нужно слушать то, что интересно вам. Да? И это, кстати, работает не просто так. Этот совет хорош не просто потому, что вы будете получать удовольствие от изучения языка. Этот совет еще хорош потому, что когда вам интересна тема, эмоционально вы вовлечены в этот процесс. И если есть эмоция, то запоминание материала происходит лучше. Вот. О том, как запоминать слова, я тоже говорила в этом нерожденном видео, кстати. Все-таки надо его снять будет. Ладно. Еще один совет, который дали мои шедуеры,
Это друзья, русские друзья, побольше русских собеседников. И с этим я тоже согласна. Я вижу это по своим студентам. Прогресс идет гораздо быстрее, когда у человека несколько собеседников, носителей русского языка. Вот. И из беседы с этими носителями студент узнает очень-очень много. Много новых слов, много сленговых выражений, что-то из культуры, менталитет лучше начинает понимать. В общем, со всех сторон это полезно. К тому же это убирает ваш барьер. Вы перестаете думать, что вы какой-то недостаточный, вам еще рано говорить. На самом деле нет, не рано. Ну, я это уже давно заметила, но каждый раз подмечаю это снова и снова нахожу подтверждение этому. Люди, которые уже хорошо говорят на русском, слыша себя, постоянно себя критикуют. Говорят, что вот нет, вот я как-то плохо говорю. При этом, когда слышат других, говорящих на русском языке, делают комплименты и хвалят друг друга. Как интересно, да? Но я это могу понять, конечно. Когда ты говоришь сам, ты испытываешь такое чувство стресса, дискомфорта, напряжения, что кажется, что я говорю тяжело, как-то со скрипом. И поэтому, конечно, такое впечатление возникает. Да. И вот в новом видео я как раз хотела поговорить с вами о том, почему говорить тяжелее, чем понимать. Все-таки надо снять это видео. Слушайте, еще один совет, и он меня повеселил больше всего. Если не уверен в какой-то форме, если не знаешь, как правильно сказать, если сомневаешься, промямли. Смысл этого совета в том, что если вы промямлите, то есть проговорите что-то с полузакрытым ртом и неясно, непонятно, то носитель языка услышит то, что он хочет услышать, услышит правильную форму. Но этот совет, конечно, ну, такой скорее шутливый. Я все-таки решила им с вами поделиться, потому что, по-моему, он очень обаятельный и забавный. И, может быть, кого-то он спасет однажды. Но все-таки мямлить тоже надо четко, как говорят фонетисты. Так что к советам прислушались, приняли их, но используем осторожно. Вот, а сейчас совет от меня. И это будет спойлер, потому что об этом я хотела поговорить как раз в новом видео, но я не знаю, когда я смогу снять это новое видео. Мне еще нужно решить мои технические проблемы. А вы меня уже смотрите, и я вам за это очень благодарна. Я очень благодарна вам за то, что вы все еще смотрите мое видео, несмотря на то, что качество необычное. Так вот, для тех, кто смотрит, спойлер. В своем длинном видео я собиралась говорить о том, что процесс говорения состоит из множества этапов. Это сложный процесс для нашего мозга прежде всего. И да, действительно, некоторые проблемы могут быть именно здесь. Но прежде чем ставить себе какой-то диагноз, прежде чем говорить: ой, да все, я старый, у меня плохая память, мне уже поздно, прежде чем опускать руки, прежде чем ругать язык за то, что он такой сложный, прежде чем искать какой-то новый секретный метод изучения языка, ответьте, пожалуйста, на вопрос: а вы давно вообще просто повторяли слова? Вот как давно вы учили слова по карточкам? Слова, фразы, я имею в виду, да, и конструкции.
Как давно вы пересказывали текст? Как давно вы заучивали небольшой диалог? Но вообще, как давно вы повторяли один и тот же материал несколько раз? Я вижу по своим взрослым студентам такое. Особенно сейчас, когда коммуникативный подход очень популярен, лексический подход, да, вот этот comprehensible input, нужно смотреть, слушать то, что интересно, что-то новое. И что я вижу? Человек слушает подкаст, выписывает новые слова, ответственный. Выписал 20 слов, список. Молодец. Послушал сегодня подкаст, поработал. На следующий день этот студент слушает новый подкаст и выписывает новые 20 слов. Опять молодец. Потом через неделю он слушает, или смотрит какое-то видео, оттуда опять выписывает новые выражения. И это опять другие какие-то выражения. И потом возникает вопрос, а почему я так много слушаю на русском языке, но сказать не могу? И вот я даже уже понимаю эти слова, я их узнаю, я их слышал, я их помню, пассивно помню, но активно использовать я их не могу. Почему так? И в ответ на этот вопрос у меня мой вопрос. А что, если вы ради эксперимента попробуете сфокусироваться на небольшом количестве новых слов? Возьмите 7 новых слов или фраз. Сфокусируйтесь на них. Посмотрите, как они работают в контексте. Составьте с ними предложения о вас. Запишите их на какие-то карточки. Повторите их на следующий день. Повторите их дней через 6. Повторите их через 2 недели, через месяц. И так попробуйте сделать с каждой порцией слов, но не больше 7 слов, фраз, конструкций за один раз. Попробуйте сфокусироваться на небольшом количестве, вот просто ради эксперимента. И когда я говорю, что я заговорила на венгерском языке, я не умаляю роли коммуникативного подхода. Действительно, я заговорила, да, то есть начала говорить, потому что я слушаю носителей языка. И вот так я заговорила. Но прежде чем сказать какую-то фразу на венгерском языке, я ее услышала от носителя языка раз 200, а потом еще раз 100 я сделала ошибку в этой фразе. И вот потом я заговорила неожиданно. И, конечно же, я за то, чтобы эмоционально вовлекать себя в изучение языка. Конечно же, я за то, чтобы поддерживать интерес к теме, к языку, к человеку, к преподавателю. Я вообще за эмоциональную вовлеченность, руками и ногами за. Но, без повторения-то никуда, понимаете? Это как, не знаю, научиться танцевать, только смотря на танцора. Чувствуете? Невозможно. Вот, в общем, поняли мою мысль. Тоже, конечно, я не открыла Америку, это не какая-то революция, но мне просто хотелось вам напомнить об этом. Я хочу сказать вам спасибо за то, что вы смотрите это видео, несмотря на необычное качество и, наверное, необычный звук. Но я все-таки очень рада, что технология позволила мне выйти с вами сегодня на связь. Пожалуйста, напишите в комментариях, узнаете ли вы эту проблему у себя
И что вы делаете, чтобы изучать язык в 20+ лет? А я знаю, что мои зрители — это зрители старше 20, я вижу по статистике. Это все взрослые люди. Поделитесь, пожалуйста, как вы изучаете русский язык, как вы выводите в речь новый материал, как вы начинаете говорить, что вам помогает. Согласны ли вы с тем, что говорить труднее, чем понимать? Или для вас наоборот? А такое бывает, кстати, такое бывает. Изучение языка, иностранного языка, это прежде всего изучение собственных возможностей, изучение себя. Согласитесь, да? Многое вы о себе узнаете в процессе. Не забывайте об этом. Не забывайте, пожалуйста, смотреть на уже имеющийся результат. Не забывайте напоминать себе, какой вы молодец, какая вы молодец. Вы же сейчас слушаете меня и понимаете. Ну, не ругайте себя, хвалите себя. Отдыхайте, ложитесь спать, а завтра просыпаемся, ручку в ручку и пишем 7 слов. 7. Ну, от 5 до 9, вот где-нибудь так. Посмотрите, как вам будет комфортно. Если вы очень заняты, можно меньше. Ну все, друзья. Да, хорошо. Надеюсь, в скором времени я починю свою технику и выйду к вам в лучшем качестве, чтобы вы разглядели все мои морщинки. Хорошего вам вечера, прекрасных выходных. Пока-пока. Так, завершить конференцию. До свидания.